Привет, единички второго расклада. И вам достался «Кто в тебе громче говорит». Раненый ребенок, взрослый или контролер. И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем. Итак, единички. А, Читаем карты по парам и кто в тебе громче, да? Знаешь, вот ты висишь в ситуации выбора. Как на качелях, которые причем не раскачиваются ни туда, ни туда. Потому что ты боишься двинуться вообще в любую сторону. И вот, как сказать, в этой тишине висящего твоего состояния ты слышишь, кто на самом деле командует парадом. И это не раненый ребенок, нет. Он у тебя сейчас сидит в углу, тихо плачет, хнычет и вспоминает, как в детстве тебя обесценили, когда ты решилась на что-то важное. И не взрослый ни в коем случае. Он вообще у тебя где-то на заднем плане. Вид делает, что ему плевать на все, живу как хочу. Хотя на самом деле, он просто устал бороться, если будем честны, да? Сейчас тебе самый главный громкий голос — это контролер. Он не просто говорит, он прям орет тебе в уши. И его, что он орет? Если я не буду все под контролем держать, то случится пипец. Катастрофа, да, скажем. Поэтому ты сейчас зависла между вот этим вот выбором. Каждый выбор — это вот не просто какой-то вариант выбора, да, это очередная проверка для твоего контролера. И он не дает тебе выбрать ни одну из дорог. Потому что в каждой дороге он видит подвох. Он видит риск, возможность провала. И ты даже не осознаешь, как глубоко этот мудак в тебе сидит, потому что он прикидывается разумом. Или там логика, или там забота о твоей безопасности. На самом деле это просто страх, который научился хорошо маскироваться. Он вырос из вот этого детского опыта, да, когда твои решения обесценивали, когда за ошибки по рукам били, по самооценке. И теперь он искренне верит, что если ты расслабишься хотя бы на секундочку, то все разрушится, работа, отношения и так далее. И он тебя убедил, что только он может тебя от боли уберечь. Хотя на самом деле он просто тебя в заложниках держит и просто не дает жить по-настоящему. Откуда это началось? Знаешь, Луна и двойка жезлов, они не просто так вместе. Вот. Они, знаешь, как два свидетеля на одном суде, которые рассказывают одну и ту же историю, но с разных сторон. Это, знаешь, началось с какого-то эпизода, которое в тебе засело как вот заноза. И с годами просто разрослась, как вот, как сказать, как опухоль. Маленькая девочка, лет 5-6, у которой в семье все, извиняюсь, все решения за нее принимались. И неважно, что это было. Какую одежду носить — ей говорили. Что кушать — ей говорили. С кем дружить можно, а с кем нет — ей говорили. Ее мнение просто не учитывалось. И родители делали вид, что интересуются ее желаниями. Но на самом деле все решалось типа «мы лучше знаем, что тебе надо». И если эта девочка пыталась настаивать на своем, ей понять давали, что она слишком маленькая, слишком глупая, слишком неопытная, чтобы, право голоса иметь. И Луна здесь про вот эту атмосферу.
атмосфера неопределенности и страх, который в доме царил у тебя. Ты никогда не знала, что будет дальше, что от тебя вообще ждут. И даже свои желания ты начала воспринимать как что-то подозрительное. Потому что каждый раз, когда их озвучивала, натыкалась на вот это непонимание или вообще насмешек. Ну а двойка жезлов — это про тот момент, когда ты впервые попыталась взять контроль в свои руки. Может, это был поход в кружок, да, который тебе нравился, который ты сама выбрала. Подруга, с которой ты решила дружить вопреки родителям. Но как только ты сделала вот этот шаг, случилось что-то, что убедило тебя, что вот самостоятельные решения, они приводят к катастрофам. Может, родители скандал устроили, да? Может, подруга оказалась не такой классной, как казалось бы. Или испугалась ты собственной смелости и сама, как говорится, передумала и придумала, что все пошло не так из-за тебя. Вот тогда и появился вот этот контролер. Сначала как защитник, который шептал там: «Если я буду все заранее планировать, ничего плохого не случится». А потом просто превратился в тирана, который тебе даже дышать без его разрешения запрещает. Ну и ты начал по такому сценарию жить, где любое решение через фильтр проходило. Вот это вот «а что, если все не так пойдет?» И постепенно ты перестала доверять даже самым очевидным вещам, потому что вот этот паразит-контролер, он научился находить подвох даже там, где его нет, даже вот в пустом месте. Как проработать? Ну, во-первых, в императоре. А по картам, знаешь, это королева жезлов и семерка жезлов. Это вот, как знаешь, инструкция по выживанию в твоих собственных мозгах, в твоей собственной голове. И если ты не начнешь действовать прямо сейчас, контролер будет тянуть тебя как куколка на ниточках, как марионетку. Во-первых, перестать ждать, пока станет легче, нужно. Потому что легче не станет, пока ты не начнешь двигаться. Вот королева жезлов, да, королева огня — это ты. Но это та версия тебя, которая уже не боится своего голоса. Она королева огня. Она знает, что ее желания значение имеют. И которая не будет извиняться за то, что занимает место в этом мире под этим солнцем. Но чтобы стать этой королевой, нужно начать с маленьких побед. И вот семерка жезлов, она про то, что как это сделать. То есть через борьбу, через вот это, как сказать, с дракой, с сопротивлением. Вот начни с того, чтобы каждый день одно дело делать, да, которое тебя из зоны комфорта выбивает. Понимаешь? Но не настолько сильно, чтобы контролер сразу же там взялся за старое. Нет, например, вот если ты привыкла соглашаться на все просьбы там коллег, подруг и так далее, скажи «нет». Хотя бы одному из них или одной из них, и посмотри, что будет. Если ты же всегда ждешь, что пока кто-то другой за тебя решение примет, там, куда пойти, что сказать, какой фильм смотреть, если муж, да, только решение принимает, то возьми инициативу на себя и сама выбери фильм. Поначалу страшно будет, потому что контролер тебе в уши прямо орать будет, что ты ошибаешься, ты ошибешься. Но именно в этих маленьких, как сказать, боях, схватках ты начнешь понимать, что мир не рушится, если ты делаешь сама самостоятельный выбор и перестанешь ждать одобрения. Королева огня, королева жезлов, она не ждет, пока ее похвалят. Она знает себе цену и без вот этого одобрения. Каждый раз, когда ты делаешь вот что-то вопреки страху вот этому, то, что тебя осудят, да, страху осуждения, ты лишаешь контролера сил, потому что ты себе доказываешь, что его страхи — это просто страхи, а не там эти пророчества.
и найди тех людей, которые не боятся твоей силы. Вот этот контролер, он, знаешь, будет пытаться окружить тебя теми, кто подтверждает его установки. Типа, да, действительно все плохо, лучше никуда не лезь, у тебя ничего не получится, это не твое. Но королева жезлов же, еще раз повторюсь, не нуждается в тех, кто видит в ней лидера, понимаешь? Не жертву обстоятельств. Ей не нужно ничего доказывать. Поэтому с малого начни, но не останавливайся. И ты просто проснешься и поймешь, что один раз, что контроль, вот этот вот контролер, он, знаешь, все это время был просто напуганным ребенком. Понимаешь? Который прячется за твоей спиной, и ты просто станешь той, кто управляет своей жизнью. А твой контролер — это якобы такой пафосный, такой супер мужик. Нет, это просто испуганный ребенок. Та самая девочка.